Всем привет! Сегодня мы побываем в отеле с очень крутым пляжем Old Palace в отдаленном районе Хургады Сахал-Хашиш. Оценим заселение и встречу в отеле, посмотрим, что представляет из себя номер и покажем все его минусы и плюсы, что интересного есть на территории отеля. Оценим бассейны, бары, оборудование и померяем температуру воды. Естественно, попробуем все блюда на шведском столе на завтрак, обед и ужин в главном ресторане. А на пляже будем отдыхать под соломенными зонтами, гулять по идеальной береговой линии и попытаемся найти хоть какой-то коралловый риф под водой. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Таиланда смотрите на нашем сайте Travel24 Online. Отель Old Palace находится в 30 километрах от аэропорта Хургады, и дорога из аэропорта на туристическом автобусе займет около 50 минут. Что ж, мы приближаемся. Отель прямо в центре района Сахал-Хашиш. Вот она, площадь фонтанов, на которую все так стремятся побывать и прогуляться. Поэтому этот отель, как вот его достоинство, прямо на площади фонтанов будете жить. Обычно, когда лень куда-то ехать или куда-то двигаться, то мы ездим на отдых в Сахал-Хашиш. Такое место для прогулок, для отдыха. Я вообще считаю, что когда в отель приезжаешь сюда, в Сахал, это как такой релакс. Здесь сам этот район, он способствует такому расслаблению. Вот, кстати, уже отель. Да. Old Palace Resort. Заезд чуть дальше. Заезд дальше, походу. Наверное, парковка. Старый Palace Resort. Ну, такой довольно скромненький, как мне кажется. Тебе не кажется? Посмотрим. Что ж, мы на месте с приветственным напиточком в ресепшене. Конечно, это не шампанское, как я люблю, но все же сладкий компот. Освежающий. Мне не понравилось, кстати, что никто нас не встретил у ресепшена. Пришлось чемоданы тащить самим. Где здесь сотрудники, я не поняла. Но уж на ресепшене довольно комфортно, места немного. И сейчас как раз многолюдно. Видимо, выселились все. И, в принципе, мест впритык. Как сказать? Впритык. Ну что же, ресепшн тут в целом такой очень даже просторный. Здесь вверху купол. На куполе такие вот какие-то стеклышки. И, в общем-то, как будто бы в хамам пришел. Но в целом ресепшн прикольный. Нам одели браслеты, но номер еще не выдали. Сказали немножко подождать. В общем, сидим здесь, ждем номер. Вот. Так, сразу телефончики спрятали. Смотрите, телефончики спрятали, не показываем, во что мы там играем. Отдыхая в Хургаде, обязательно выделите день, чтобы провести его на морской экскурсии с высадкой на новый пляж Хула-Хула на острове Парадайз. Потрясающие соломенные зонты, песчаная береговая линия и идеальный вход в море вас точно порадуют. Бронируйте поездку за 2 минуты на нашем сайте Travel24 Online. Ну что ж, мы начинаем обзор номера. Мы бронировали его на букинге. Обошелся он $540, ну точнее 2 таких же номера, потому что мы сегодня с детьми, и у нас, соответственно, бюджет увеличился 2 раза. На 2 ночи бронировали $540. И нам еще на ресепшене сказали, что нам прямо вот выдадут не тот номер, который мы бронировали, а выдадут шале. То есть вот это называется шале. Но мне, кстати, кажется, что шале это, в принципе, выглядит немножко не так. Шале, оно должно быть деревянное, там такая крыша должна быть, камень. Это на шале как-то не особо смахивает. Но я думаю, почему они называют это шале, потому что от основной комнаты отделяется, вот как будто бы здесь еще отдельно шторкой, как будто отдельно такая зона для отдыха имеется. Ну и, кстати говоря, здесь мебель очень такая довольно обновленная. По крайней мере, вот в этих вот номерах сделали ремонт, и места здесь довольно много.
Итак, что же по наполнению? Здесь обычно мы рассказываем про интернет. Вместе с ключом в конвертике нам дали пароль от интернета и сказали, что в номере он есть. Также есть еще в лобби, естественно, у бассейна, но на пляж не дотягивает. Так что вот, рассчитывайте на это. Итак, что мы здесь имеем? Удобный диванчик. Настоящее рабочее место, прям с лампой такой. Можно сидеть, работать, ну, прям комфортно, да. Большой телевизор. Мне очень понравилось, кстати, это кресло, потому что оно супер мягкое, прям неожиданно. В Египте, кстати, очень часто твердая вся вот эта мягкая мебель, поэтому очень приятно это было. Здесь туалетный столик стандартный. Сразу привлекает внимание ванна. Вот этот сим-сим откройся. Можно закрывать, можно открывать. В общем, как хотите называется. Так, дальше ищем с вами мини-бар. Вот здесь прям целый коридор закрытых шкафов. В одном из шкафов находится как раз таки чайник, вот 2 бутылки воды больших, небольшой набор сахара, чая, кофе, ну и вот холодильничек. Холодильничек нормальный, чистый, аккуратный, но пустой. К сожалению, пустой, мини-бара нет. Дальше здесь у нас сейф тоже бесплатный. Фен. Вот такой, кстати, фен очень редко бывает в отелях Египта, чтобы фены были отдельно. Да? Обычно они их прикручивают к стене, чтобы не унесли. Здесь больше ничего. Продолжаем искать тапочки и халаты. Тапочек и халатов нет. Кстати, вот, я искала зеркало в полный рост, а оно как у бабушки в шкафу. Так что, ну, лучше так, чем никак, правильно? Та-да-да-да, здесь у нас есть вешалки прикрученные, чтобы не унесли. Так, сейчас посмотрим. Работает, hello, весы работают. Но мы не полезем, чтобы не позориться. И здесь, на удивление, у нас есть даже утюг и гладильная доска. Опять же, очень-очень это редко. Буквально парочка отелей, где мы видели такой вот утюг. И вы всегда нам говорите, вот какой утюг, никогда нету. Вот видите, есть все-таки. Ну и последняя часть – это балкон и вид из номера. Я, кстати, на этой части всегда обращаю внимание на занавески. И здесь, конечно, не знаю, видно ли вам, но мне видно, они далеки от идеала. Я не понимаю, как вы здесь отдыхаете? Вы вот так вот вытираете руки, занавески. Почему они такие грязные все время? Ладно, заходим на балкон. Он прям, это даже не балкон, это можно назвать террасой, потому что обычный балкон в раза 2 уже. И здесь, кстати, довольно-таки добротная тоже мебель, большое такое кресло с такой мягкой подушкой, стеклянный стол тоже довольно большой. Даже мне кажется, вот позавтракать здесь на своей террасе было бы классно. Мне еще нравится, что балкон сделан вот с такой аркой, и поэтому даже вид на море у нас есть, не знаю, видите ли вы или нет, бассейнчик, пальмы, зелень, вид на море, и даже вот, знаешь, как вот Султан Сулейман, Я Хюррем можно себя почувствовать. Ну-ка вот этот вид возьми, вот так вот отводи. Я Хюррем. Как-то там мой гарем. Ну что ж, давайте подведем итог по номеру. Общий балл у нас вышел 7,7 баллов. И основной минус это то, что у нас не заполненный мини-бар, не можем, так сказать, отдыхать. И нету халата, чтобы так вышел, взял из мини-бара себе целую вот эту вот бомбу чего-нибудь и вот в халате вышел прогуляться. Вот этого нету здесь, к сожалению. Ну, в целом, другими словами, наполнение самого номера, вот всякие какие-то штучки, примочки, тапочки, халаты, какая-то косметика, зубные щетки, как бывает, например, в номерах отелей, вот этого нет. В этом плане он пустоват. Но в целом номер, который получили мы, именно вот эти шале, как они у них называются, они уже с относительно новым ремонтом, новой мебелью, хорошей сантехникой, кстати, очень понравилось.
понравился нам этот тропический душ. Ванную, правда, мы не принимали, не воспользовались всеми благами номера, да. Но в целом вот эти номера зачетные. Мы ничего не можем сказать по поводу других номеров, вот делюксов, которые находятся в основном здании. Но насколько я наслышана, к нам здесь подходили туристы, то я так понимаю, что номера вот еще не отремонтированы. Это основная проблема отеля. Но вот мы, насколько смотрим, здесь постоянно во всех корпусах идут ремонты, и видно, что они обновляют вот эту номерную базу. Так что, если вы сюда приедете, вы просите, чтобы вас не заселяли не в центральном корпусе, где основные номера, потому что не факт, что там будет нормальный номер, а вот в этой части, она называется шале, вот эта вторая часть, здесь номера уже нормальные. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Слушайте, здесь везде на территории такая посуда стоит интересная. Мы пришли, кстати, в ресторан. Сейчас пойдем. Ваша подписчица. О, круто, очень круто. Всем ваши передачи смотрю. Супер. Вот такие молодцы вы. Спасибо. Спасибо большое. Вам котлеточку, пожалуйста. Спасибо. Так, ну что, самое время пойти на обед. Мы пришли в ресторан главный, сейчас будем кушать. Сразу на входе здесь нас встречают фрукты, апельсины, финики, мандарины. Ну и Валентина трется возле сладостей. Где же еще ходить-то? Только на диете, говорит. А здесь это арабские сладости, такие египетские. Так, это здесь какие-то соленья или маринады, баночки с разными соленьями. Маринованные огурцы, оливки. И это морковка, походу. Отдел с хлебом. Самостоятельно здесь отрезаем себе хлебушек. Вот такие вот булочки белые лежат. И батон. Длинный такой багетный хлеб. Отдел со свежими салатами, морковка, лук нарезанный, булочки. Это какие-то смешанные салаты разных видов. Так, это тоже булочки к салату, тахина и какие-то тоже салаты с разными добавками. Ну, здесь можно стандартный салатик себе сделать. Теперь пройдемся, что же у нас существенно по еде. Белый рис. Дальше у нас написано биф, мясо. Вы посмотрите, прям целые куски говядины. Очень редко такое бывает. Египетская мусака. Это овощи вот в такой томатной пасте. Мистер Макс что-то пытается найти. Здесь у нас рыба. Филе. Такое стандартное. В любом отеле вы такое найдете. Конечно же, картошечка фри. Френч-фрайс с кетчупом. Овощи сате. Я, кстати, себе выбрала сегодня овощи сате. Дальше картошечка. Без картошки никак. И здесь еще одно мясное. Это курица в панировке. Последний в этом отделе макароны. Вот такие макароны. Здесь у нас паста стейшн. Наверное, готовят пасту с любыми вашими добавками. А кто-то желает помахать и передать привет. Отдел напитков у нас здесь 3 варианта сока. Ну, я думаю, что это так. Сними меня, просит он, чай, кофе. Есть кофемашины здесь. Все очень рады попасть в кадр. В общем, ресторан очень приятный. Такое свободного места много нашли мы без проблем. Мебель хорошая. Ну и мы идем к нашим столикам. Уже все в сборе. Уже все в сборе. Есть еще терраса вот такая. Я думаю, вечером здесь буду драться просто за места. Потому что она вот с видом на бассейнчик. Возможно, за завтраком тоже хорошо, но сейчас очень жарко. И здесь у нас дым-дымок, и вы не слышите запаха. Но здесь готовят египетские колбаски или кофту. Ага, можно посмотреть здесь. Ух, горячо.
Я, честно говоря, сочувствую этому повару, потому что сегодня и так жарко, а ему еще стоять. Ну что ж, приступаем мы к трапезе. Что я тут набрал себе? Взял себе рыбки, мяско, овощи, картошка фри. В общем, весь стандартный набор. Я бы не сказал бы, конечно, здесь прям столы ловятся, да, очень большой выбор. Ну, выбор такой маленький в целом. Но как-то довольно уютно. Ничего плохого я здесь не увидел. Ассортимент не очень большой, но все комфортно. Вот, даже приносят напиточки. Спасибо. Я, конечно же, ходила и подсчитывала. Насчитала 4 мясных блюда. То есть, если учитывать, что это 5-звездочный отель, то это прям минимальный минимум. Хотя, конечно, по идее, все выглядит красиво, аппетитно, все горяченькое, все прям зачетно, да, и в самом ресторане атмосфера классная. Но над ассортиментом все-таки, я считаю, надо поработать. Я еще, кстати, не пробовала, не могу сказать, но у нас сегодня есть дети, которые уже съели по целой тарелке еды, и сейчас они нам расскажут все подробности. Но это не точно. Я уже попробовала, и все, в принципе, очень вкусно, но я заметила, что, правда, очень мало блюд. Они, конечно, все прям тоже горячие, хорошие, но их очень мало. Но наесться можно, так как они очень вкусные. Итак, мы торжественно начинаем обзор территории отеля. Сейчас мы находимся в самом начале, возле ресепшн. Прямо отсюда обращаем внимание, какой тут арабский стиль, колонны, арки, люстра. Вот это арабская. Очень красивые фотки, кстати, получаются. Но что касается расположения, то отель расположен в районе Сахл-Хашиш. Это отдаленный район. Да, для прогулок он супер классный, потому что есть здесь променад. Но что касается каких-то покупок, то здесь, конечно, лучше ехать в Хургаду. Это на такси будет примерно 20-30 минут, в зависимости от того, куда вы едете. Ну, а что касается экскурсий, то, конечно, здесь продажники будут продавать, даже если пойдете, например, гораздо дороже все. Поэтому обращаемся на Трейл24. Итак, мы сразу же зашли в ресепшн. Прям с самого входа находится лобби-бар. Сейчас заказали чаек. Как-то утром коктейли пить не очень. Здесь вот есть у нас список коктейлей, которые можно заказать, а также есть кофемашина, кофе здесь также. Но если вот в этой ручной кофемашине, то кофе уже становится платным. Ну, а из той обычной кофемашины так себе кофе, 50/50, я скажу. Мы заказали горячий чай. Но знаете, какой минус ресепшена? Тут вообще нет кондера. Или он так слабо кондерит, что здесь постоянно жарко. Фух. Так что в бассейн. Мы вышли из ресепшена и сразу попадаем на такую большую-большую террасу. Там стоят столики, здесь есть фонтанчики, все выглядит красиво. Но надо сказать, что когда вот днем в жару, когда уже начинает припекать, особого смысла здесь сидеть нету. Ну, там вот пару человек сидят, они под зонтиками укрылись. Но в основном желающих здесь, конечно, отдыхать в это время нету совсем. И вот если в эту сторону подойти, у нас как раз-таки открывается вид на весь бассейн. Что касается всей территории, общей территории отеля, она составляет 62 тысячи квадратных метров, что для Египта, в общем-то, не так уж и много. Ну, не так уж и мало, но и не так уж и много. И теперь вот, когда мы решали, куда поехать, особенно сейчас, когда начались жаркие дни, то мы как раз-таки смотрели, чтобы отель был не очень большой, чтобы ходить было не очень далеко, и плюс было близко море. Поэтому этот отель, он такой, мне кажется, оптимальный по своему размеру территории и по близости к этому красивому Красному морю. В общем, мы приблизились к бассейну, сразу нашли тенек вот здесь рядом с баром, чтобы спрятаться. Но я сегодня прям так вот оделась, знаете, по-пляжному, для того, чтобы при каждой любой возможности окунаться в бассейн. Так что заходим и будем вести обзор дальше из бассейна. Вода прохладненькая у нас. Что касается самого бассейна, то он действительно огромный. Обратите внимание, какой он большой. Но и следующее, что бросается в глаза, это, конечно же, количество оборудования. Почему у бассейна
его практически нет зонтов, вот там вот полностью свободный плацдарм, можно сказать. Хотя вот сами шезлонги, они вроде обычные, но на каждом есть матрасик мягкий. И если это все есть, то это все хорошо. Но в основном бассейн пустой. Наверное, и народу здесь нет, потому что, в принципе, оборудования недостаточно. Поставьте больше шезлонгов. Мне кажется, главная особенность этого бассейна – это то, что практически инфинити бассейн, он находится немножко выше над уровнем моря, и получается, что если туда смотришь, что у тебя открывается из бассейна как раз-таки весь вид на море. Также с правой стороны здесь есть фонтанчики, их сейчас как раз включили, мостик стеклянный. Ну и, наверное, немаловажно то, что есть в этом бассейне прямо бар, подходишь, берешь себе прямо из воды, это довольно-таки удобно, особенно сейчас, когда вот пришла эта жара, реально неземная жара, просто-напросто 36 градусов тепла показывает уточка Моня у нас на улице. Померяем температуру воды в этом бассейне. Сейчас нужно мерить воду в бассейне, не которая подогревается, а которая охлаждается. Мне кажется, им нужно ставить холодильники в бассейн, чтобы ты, когда окунаешься, чтобы ты уже потом себя чувствовал более как-то хорошо. Итак, 28 градусов тепла. Уточка Моня показала даже 29. Так что вы не забывайте писать, какая у вас погода сегодня. Очень интересно, пишите об этом в комментариях. Кстати, несмотря на то, что на улице жарко, я вот все равно не могу к этой воде. Тут 28 градусов, но я когда в нее опускаешь, мне прям такой дубак. Да ты просто мерзляк. Прохладная водичка. Мерзляк просто. Я уже египтянин. А египтянился этому называем. Я, конечно же, с одной стороны, не люблю, когда приходит такая жара, потому что для работы, если вот надо ходить по территории, снимать, это ужасно. Но с другой стороны, если вот именно с целью плавать, загорать, вот такой супер пляжный отдых, то это самое время, потому что вы можете использовать 100% возможностей отеля. Все бассейны, а не один, как зимой греющийся только один. И коктейльчик прямо в баре. Я заказала пиноколаду, подают, конечно же, в многоразовом пластике, но дают трубочку, поэтому не нужно облизывать весь этот стакан. И плюс я еще обращаю внимание, что у них есть блендеры, поэтому на коктейлях сверху образуется пеночка. Сейчас попробую. Это безалкогольное, не переживайте. Кстати, здесь на бассейне еще есть такой поздний завтрак на баре. И можно взять себе круассанчики с чаем. Это если кто уже не успел на завтрак, то можно здесь что-то так и перекусить. Мы подошли ко второму бассейну. Здесь как раз во второй части, возле вот этих шале, есть такой небольшой бассейнчик. И самое главное то, что здесь есть еще и джакузи. Возле джакузи также у нас имеется бар. И интересно, что вот в этой части людей вообще немного. Соответственно, мы вот видим здесь оборудование, шезлонги. Шезлонги в целом неплохие, да, но мне как-то смущают вот эти вот матрасики. Какие-то они уж слишком чумазые. Либо их помыть надо было бы, либо какую-то вот обивку на них новую сделать. Потому что зонтики тоже есть. И вот они, в общем-то, такие немножко уже старенькие. И, как мне кажется, не так уж и много здесь самого оборудования. Хоть и людей мало, да, но и оборудования мало. Может быть, из-за этого они их столько не порасставляли. Не знаю, с чем это связано, но такое, как бы специфическое выглядит. Немножко уже подуставшее вот это оборудование. Конечно, в этой зоне, как и в основной, рядом с главными корпусами, особое внимание привлекают номера на первом этаже. Вы только посмотрите, там и террасы большие, и кресла удобные, и в то же время есть выход, получается, прямо к бассейну. Вот почему нас заселили на второй этаж. Вот у нас прямо вот здесь, получается, номера. Вот напротив этого красного дерева я запомнила у девочек номера, у нас еще чуть-чуть в ту сторону. А вот если бы это было на один этаж ниже, ты прям выходишь и сразу поплыл рыбонькой. Такие же, кстати, номера есть и в главном корпусе. В общем, летом
Рекомендую нижние номера. Итого общий балл за территорию у нас получился 8,1. Вот такой средний балл, потому что все ровно на территории, да. Есть и бассейны довольно-таки большие, у каждого бассейна есть бар. Единственный нюанс, наверное, который я бы отметила, это то, что не хватает вот каких-то зон общепита еще в течение дня, да. Ну и вот этот кофе зерновой платный, например, не очень. Ладно, про шампанское я молчу. Про шампанское. Ну, мне кажется, что детям будет, конечно, здесь в отеле немного скучновато. Вот тут есть какой-то Kids Club, какой-то заброшенный, не знаю, работает он или не работает. Мы что-то даже не зашли в него. Есть тоже детская площадка, но тоже она какая-то, непонятно, насколько она там работающая. То есть детям будет, так сказать, не очень комфортно. Но вот основная здесь масса отдыхающих – это как раз-таки пенсионеры, это людям, которым уже чуть побольше лет. И вот здесь они себя чувствуют просто идеально. Потому что на территории тихо, спокойно, дети не шумят. Какая-то такая умиротворенная обстановка, я бы сказал, что как в санаторий какой-то попадаешь, потому что территория она такая достаточно компактная, ходишь здесь, гуляешь, везде тишина, отличный релакс. Поэтому вот если хочется отдохнуть от шума, от шумихи какой-то, я думаю, что этот отель можно спокойно выбирать. Откройте для себя Египет, поднимитесь на гору Моисея, чтобы встретить рассвет. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте Travel24 Online. И снова здравствуйте, добрый вечер. Такая вот у нас погода летняя, когда вроде бы солнышка уже нет, но жара такая же и осталась. Спасает только ветерок, но это горячий фен, я вам скажу. Итак, но мы пришли на ужин. Здесь у нас, как всегда, готовят что-то с пылу с жару. И это у нас куриные шашлычки, я вижу, и кофта какая-то. В общем, котлетки говяжьи и куриные шашлычки. Мы уже запомнили с вами 2 варианта мясных блюд. Продвигаемся в ресторан. Начинаем обзор еды. Мой любимый хлебный стол. Здесь на ужин уже новые хлеба напекли. Я очень люблю, кстати, все вот такое вот, не просто обычный хлеб, а что-то вроде закусок даже в хлебном отделе. Дальше проходим. У нас здесь стол с салатами. Различные салаты с заправками и без заправок. Кстати, я и в обед пробовала. Были салаты прям не только с овощами, но и с фруктами. Вот такие вот красиво засервированные с красивой подачей закуски у нас есть. Также дальше тоже стол с закусками. Даже, честно говоря, с виду не всегда понятно в закусках, что это, из чего приготовлено. Но выглядит, конечно, обалденно. Я, кстати, люблю, когда закуски вот так вот подают в специальной посуде для закусок. Дальше идут соусы и свеженарезанные овощи. Помидоры, перчик и капуста. Греночки какие-то здесь, наверное, которые макать вот в эти соусы. И еще отдел еще раз свежие овощи. В общем, с овощами все нормально. Дальше у нас стол с соленьями. Вот тоже в таких баночках. Все, кстати, очень достойно выглядит, на уровне классного, хорошего отеля. Переходим к десертам. Вот это египетский отдел. Очень вкусные вот эти сладости. Что-то между пастилой и зефиром нашим. Мне очень нравится, потому что мне зефира здесь всегда не хватает. Дальше есть вот такие вот вкусные, кстати, печеньки разноцветные. И на ужин, как всегда, самый большой сладкий стол. Непонятно только почему, когда уже вроде бы нужно остановиться и есть меньше, у нас пекутся пироги. В общем, очень разнообразно, красиво, опять же, все выглядит. Обалденно. Вау, сезон арбузов мы открываем. Прям подают арбузы, веселые все. Ой, какой он красный. Кстати, очень сочные в этом году, классные арбузы. Так что побыстрее прилетайте в Египет. Также здесь есть финики, апельсины. Видим еще виноград. И этот фрукт. Блин, я забыла.
Ну, вы напишите обязательно. Вот здесь вот такой кусок мяса. Отдельный повар нарезает. Он, правда, отошел куда-то, только что отрезал. Так, здесь у нас имеется какие-то... Что это такое? Это что-то египетское. И здесь обычный белый рис. Раздел с супами. Chicken rice soup. Так, куриный какой-то рисовый супчик. А это у нас крем vegetable. Какой-то кремовый вегетарианский супчик. Лимончики для него. И вот такие вот сухарики. Вот здесь это у нас жареные баклажанчики. Так, это какие-то сладости. Валентина, что ты тут берешь? Это, походу, рыба, правильное питание. И здесь тоже какой-то таджин. Ну, картошка в мундирах. И это тоже овощи жареные. Белый рис и мясо с подливкой. Макаронная станция. Повар готовит соусами макароны. 3 вида сока. Также можно себе приготовить чаек. Есть вода горячая. И вот 2 кофемашины, где тоже самостоятельно можно подойти и заварить кофеек. Судя по нашим тарелкам, видно, что в принципе с ужином здесь все неплохо. Я насчитала 5 мясных блюд, конечно, это мало для 5-звездочного отеля, очень мало. Но на самом деле все выглядит вроде как очень классно, достойно, прилично, что ты уже даже не обращаешь на маленький ассортимент, а просто доволен тому, что все как-то вот съедобно, красиво, чинно, ладно, как я люблю говорить, достойно. Вот ресторан достойный, как я очень часто говорю, это не ресторан, это столовая. То есть здесь вот ты чувствуешь, что это ресторан. Приступим сейчас к дегустации. Тут вроде бы всего достаточно, но это не так важно. Ведь здесь есть вот эта супер картошка. И еще прям вот тут вот такой вот соус, типа сметана с зеленью или что-то такого. В общем, это просто очень вкусненько. Так, ну что ж, я себе тут взял супчика, сейчас вот с этими сухариками втащу, будет очень вкусно. Плюс набрал, конечно, рис, египетская еда. Да, ассортимент, в принципе, конечно, небольшой, особенно когда вот ходишь возле этих столов, то их, в общем-то, мало. Но, что я обратил внимание, что очень хорошо работают повара. То есть буквально было уже вот один поднос весь разобрали, и смотрю, через 5 минут уже принесли целый, новенький, там, полный, заполненный. Соответственно, они тут ходят, смотрят. Ну и плюс еще, кажется, так много реально здесь рабочего персонала, да, персонала, обслуживающего в ресторане. Просто кажется, что, наверное, сколько отдыхающих, сколько и персонала. Что-то все ходят там, режут, поваров много. Ну, довольно уютно и прикольно здесь. Чем же заняться здесь после ужина? Вообще здесь атмосфера спокойствия, умиротворения и релакса. И отель больше вот с такой спецификой. Но все же первое место, где можно провести время, это лобби-бар и ресепшн. Например, летом это важно, потому что там есть кондиционер даже сейчас. Мне, честно говоря, туда хочется. То есть барчик, все дела. Также есть терраса, мы ее отсюда видим. Сразу на выходе из ресепшн вот этот фонтанчик. Кстати, очень красивый вот здесь перспектива образовывается. Здесь же рядом также есть второй бар, кальянный, где можно покурить кальянчик, конечно, за дополнительную плату, тоже что-то выпить с видом на море. Обратите внимание, у нас практически полнолуние. И вот когда такая большая луна, то прям классно виднеется море. И весь вот Сахал-Хашиш, все отели там светятся. В общем, так вот на релаксе посидеть. Ну, кажется, там еще начинается анимация. А вечерняя анимация проходит возле зоны с бассейном. Здесь есть бар. Кстати, очень удобный, не надо далеко ходить. Также сцена. Здесь проходит мини-диско, детское мини-диско. И сегодня от вечера, например, шоу, огненное шоу, фаер-шоу. И, кстати, что самое интересное, это рядом есть очень длинный променад Сахал-Хашиш. И если в ту сторону пойти, здесь рядом совсем есть эта площадь фонтанов. Очень красивая площадь фонтанов. Даже на экскурсию на эту площадь ездить. А здесь буквально вышел и 50 метров, и ты уже на этой площади фонтанов. Либо в другую сторону можно пойти просто гулять по самому променаду. Очень классный променад. Мы просто иногда сюда приезжаем погулять по этому променаду. Также можно взять машинку. В общем, балдеж. Мне нравится это место.
Ну что ж, доброе утро, друзья. Что мне нравится, то, что мы поселились прямо рядом с рестораном. Вот буквально наши корпуса вышел, и мы уже идем на завтрак. Так что сейчас посмотрим, чем нас здесь покормят на завтрак. У нас здесь отдел с тостиками. Самостоятельно отрезать можно себе такой вот хлеб багетный и приготовить тостик. Также большое количество булочек. Это такой египетский хлеб. Дальше смотрим отдел с фруктами. Валентина возле фруктов. Так, здесь нарезанные апельсины, дыня. Это что? Это виноград или финики? Вот и финики, и виноград. И бананы нарезанные. Дальше здесь круассанчики. Круассанчик можно свежий взять. Так, здесь еще какие-то сладости. О, здесь круассаны прям в шоколаде. Здесь еще египетские сладости. Пирог натуральный. И вот еще такой пирог прямо с бананом. И главное запах такой. Вот запах, знаете, когда у нас пироги пекут. Вот прям все так пахнет вкусно. Так, это тарелки с йогуртами. Йогурт с манго, с медом. Салатики. Нарезанная капуста. Это хлопья разных видов. Дальше сыры, молоко, горячее молоко, холодное молоко, колбаска порезанная и сыр фета. Баночки тут с медом, с джемом. Это у нас изюм, сахар, тоже хлопья дополнительные. И еще несколько хлопьев. О, кстати, вот мед в сотах, то, что нужно. Очень-очень вкусная тема. И здесь у нас... Это арабская еда, какие-то бобы. И здесь у нас масака. Вообще это или мусака, это арабская еда. Фалафель, конечно же, с баклажанчиком. Куда без этого. И переходим к основному столу. Здесь у нас также фуль. Фуль, интересно, только египтяне его едят, или вы тоже пробуете? Вот такое что-то интересное, похоже с яйцом. Дальше я взяла вот эти баклажаны и цукини с моцареллой. Думаю, будет вкусно. И еще здесь бобы. Очереди нет. Зышенька, о боги, называется, не верю своим глазам. Дальше у нас здесь яйца вареные. Кстати, выглядит все необычно. Не как в бюджетных отелях, я бы сказала, как хороших. Здесь сосиски тоже необычные, нестандартные для Египта, не самые дешевые, по крайней мере, по виду, картошечка и овощи. Последнее, наверное, что у нас осталось, это каша с молоком. Каша с молоком, причем не один вид. Причем прям кускус еще и вермишель тоже, наверное, с молоком. Мистер Макс готовит себе чай. Все как в обед были соки. А мы с вами пойдем приготовим для меня капучиночку. Я вот почему-то люблю утром капучино. Это мой выбор. Кстати, я вчера здесь не пробовала его ни в обед, ни вечером, хотя кофемашина работала. И поэтому сейчас заценим весь процесс, чтобы вы знали, как готовить капучино. Та-дам! И идем к нашему столу. Так, ну что, набрал я тут себе фалафель. Также взял сосиски и вот эти вот баклажанчики. И что, как всегда, попробую сосисочку. Насколько она вообще съедобна или нет. Ну, такой стандартный вкус. Ничего обычного. Фалафель. Фалафель они, в принципе, тоже умеют готовить. Это же все-таки египетская еда. Ну, что я могу сказать? Опять же, наверное, то же самое, что и везде. Что и на ужин, и что на обед. Получается, что ассортимент такой не слишком большой, но очень приятно находиться в ресторане. Я прям балдею.
У меня сегодня уникальный отельный день, потому что я взяла омлет-яишенку, за которой не было очереди. Обычно в отелях это из мира фантастики, потому что если я вижу больше 2 человек в очереди, я стоять не буду. Еще я сказала про себя прям вау, когда подошла к фруктовому столу. Вот прям порезанные были фрукты и довольно-таки классный выбор. Я даже не ожидала, что я думала, будет пару вариантов там. То есть выглядело все как в хороших, дорогих отелях. Да, с ассортиментом есть вопросы, но по виду всего прям хороший, добротный, дорогой отель. Ну что ж, давайте подведем итог по питанию. Общий балл 7,3 баллов. Сам балл не очень большой, не очень высокий. И связано это, наверное, все-таки с тем, что ассортимент не такой широкий, как хотелось бы. Мясных блюд не так много, там еще каких-то блюд не так много. Наверное, именно сама претензия к ассортименту больше. Но в целом сам основной ресторан, конечно, очень комфортный, и кресла, и оборудование, столики, и выкладка еды очень красивая. И, собственно, все то, что мы видим там, все выглядит достойно, и все хочется попробовать, все хочется взять. Вот мы были 2 ужина, и еда все время была разная. То, что было вчера, того не было сегодня, и разнообразная, и арбузы, например, те же самые. На следующий день был шоколадный фонтан, уже не попал в кадр, да. На террасе мы сидели следующий вечер, очень так вот достойно. Еще я обратила внимание на обслуживание. У каждого официанта есть вот определенная зона, за которой он ухаживает, там вечером подливают вино всем. То есть с претензией на даже сервис в ресторане. Да, и по поводу блюд, действительно, хоть и немного, но я вот там брал некоторые блюда, и они реально вкусные. Для Египта это такое диковинку. Обычно в отеле приходишь, и еда, вот много-много разных блюд, она вся одинаковая, вся безвкусная. А вот здесь прямо были вкусные блюда, это плюс. Ну что ж, а мы приступаем к обзору пляжа. Надо сказать, что отель находится на первой линии, но его от пляжа отделяет вот этот вот променад, который идет по всему Сахал-Хашишу. Он где-то там 5 или 7 километров, очень большой променад, что необычно, конечно, для Египта, потому что, как правило, обычно в Египте все отели, они отдельно ограждены друг от друга, и ты просто из территории отеля приходишь здесь на пляж. Что касается расстояния, расстояние очень близко, да, буквально есть, особенно вот эти ближайшие номера, буквально эти метров 50, то есть ты вышел и сразу же попадаешь на пляж. На самом пляже нету пальм, нету зелени, есть только вот песок, такая песчаная зона, да, потому что сами пальмы есть только вот здесь, вот в этой части, где идет променад. А сам пляж, он выглядит, немножко суховато, я бы сказал, не хватает немножко зелени, как по мне. Сразу на входе находится пляжный бар. Кстати, выглядит он довольно-таки прилично, современно. Мне нравится, что поставили такое вот модное оборудование, особенно привлекает внимание вот дальше там кресла и диванчики, там прямо сейчас в тенечке дедушки расположились на дневной сон. Подают здесь в баре у нас обычные алкогольные напитки местного производства. Я обратила внимание, кстати, что пиво наливают Стеллу из стеклянных бутылок. Это считается здесь в Египте один из лучших вариантов пива. В остальном все плюс-минус, как и в других отелях. Вот мы взяли чаечек. Кстати, что удивительно, что даже здесь на баре, вот в чашечке, тарелочка, я взяла себе воды. Не хочу ничего. При такой жаре это лучший напиток. Чистая. Я, кстати, помню, как где-то года 3 назад, тот момент, когда привезли сюда, на этот пляж, песок. Привезли большими машинами, такой вот огромная куча песка, выгружали здесь, вот так вот все это рассыпали. И, соответственно, здесь видно, что этот песочек такой он мягкий. Здесь можно даже закопаться в этом песке. Что касается оборудования, то в основном это такие вот соломенные зонтики и обычные зонтики матерчатые. Но, кстати, вот эти соломенные зонтики, они не так выглядят классно, как когда такие вот пушистые. То есть, если бы здесь были пушистые, это был бы вообще другой вид. Есть стойки от ветра, но они тоже такие довольно хлипенькие, выглядят как-то довольно странно, да. И по лежанкам это обычные пластиковые шезлонги, но на них сверху положили мягкие
матрасики, и это уже создает дополнительный комфорт, потому что на обычных пластиковых лежать не так хорошо, а вот эти вот матрасики, они уже такие становятся более комфортабельные для отдыха. Итак, что касается самой береговой линии, то обращаем внимание, что на данный момент от шезлонгов первой линии до воды достаточно далеко, да? Но в то же время обращаем внимание, что сейчас время отлива, и вода вообще примерно вот до этого уровня, где я сейчас иду. То есть вот на 3-4 метра у нас случается отлив. Здесь береговая линия классная, вход полностью песчаный, но пляж довольно большой, и вот в зоне релакс, как раз мы там сейчас легли, здесь есть и такая зона. Видим уже каменный такой вот вход, какие-то камни на берегу, но на самом деле буйками здесь четко определено, что купаться здесь, там никто даже и не пытается входить. В принципе, этой зоны достаточно для того, чтобы весь отель поплавал именно здесь. Пляж здесь отличный, вообще, на первый взгляд. Ну да, прям четко видно, что, видимо, они коралловый риф вот этот вырубали в этой зоне, потому что прям вот буек, вот эти камни, вот здесь риф, и с этой стороны ничего нет. Можно заходить прямо даже без какой-то обуви. Я захожу просто ногами и чувствую такой приятный песочек. Он не совсем прям мелкий-мелкий, да, есть тут какие-то такие камешки, но тем не менее входить вполне себе комфортно. Можно даже без какой-то специальной обуви. Сегодня у нас, кстати, 22 мая, неделя осталась до лета, летняя жара вовсю, 36 градусов сейчас на улице показывает уточка Моня. Померяем температуру воды Красного моря. Ну, что-то мне подсказывает, что сильно она не будет отличаться от бассейнов, будет такая же теплая, потому что как раз-таки вот сейчас уже заходишь в воду и получаешь удовольствие, хочется заходить. И плюс еще к тому, что вот эти вот зонтики, да, на пляже, они такие не плотные и они просвечивающиеся. И мне кажется, что они сильно даже не спасают от жары. Вот сколько, уточка, 28 градусов тепла. Очень теплая вода. Мы тут прямо плавимся уже. When I'm with you, oh yeah, you like the things that I like. If you don't know, you always give it a try. No one can blame me for crying when I'm without you, when I'm without you, yeah. Know you got dreams of your own, sure you got places to go, but I just want you alone, oh yeah, yeah. I know it's hard to be you, all the things you need to do, but baby, it's hard for me too. Oh yeah, yeah. Mayday, Mayday, is there anybody who can help me? I don't think my heart is working lately, lately. I can hear it calling for you. You, yeah. Mayday, Mayday, tell me you'll come home and be my baby. I've been losing sleep, I'm going crazy. I need is your love. You say I'm one of a kind. You know you ain't never lied. Fact is you're one of one yourself. Cause you can love me like no one else. Don't get up and leave me hanging, let's just sleep today. Stay right here close to my heart and take my breath away. Let's make the most of our time. Cause I can love you like no one else. Mayday.
Итого общий балл за пляж получился 8,4. Да, это классный песчаный пляж, но есть определенные все-таки неудобства. Первое неудобство – это то, что на пляже нет туалета. Вот реально нет туалета. Для того, чтобы сходить в туалет, нужно идти на территорию, причем это даже не в начале территории, уже пройти весь основной бассейн, и только там будет туалет. Ну, согласитесь, что это некомфортно. И второе, что на пляже есть только бар, где только прохладительные, ну, всякие алкогольные напитки, но нет никакой еды. То есть априори, если вы лежите на пляже, ну, мы же часто так пришли и хотим здесь провести весь день, потому что есть какая-то дополнительная еда во время обеда, и можно перекусить даже хотя бы фастфудом. То здесь, получается, нет ничего совершенно на пляже, есть только вот у бассейна, но тоже там буквально пару вариантов. То есть вот именно с дополнительной едой тоже есть вопрос. Ну, еще есть такого небольшого минуса, это то, что прямо возле пляжа нету кораллового рифа, которого можно было посмотреть. Да, вода чистая, вода прозрачная, супер заход, но вот рифа нету. Но я думаю, что для основного контингента, который отдыхает в этом отеле, этот риф особо-то и не нужен. Потому что сюда люди приезжают для того, чтобы недалеко по территории пройти, на пляж лег, там себе на шезлондочке расположился, песочек есть, заход в воду отличный и лежи себе балдей. Так здесь в основном все отдыхающие и делают. Просто заходишь, окунулся в воду, как в бассейн практически, то есть идеально вот этот заход, вышел и снова лежи. Поэтому в этом плане мне кажется, что это прям оптимальный вариант, это один из лучших вариантов вообще в Хургаде, как мне кажется. Ну что ж, подведем общий балл, общий итог по нашему отелю. Он вышел 8,13 баллов. Для кого этот отель подойдет, начнем с этого, подойдет для того, кто хочет спокойный, такой релаксовый отдых, как в санатории, на море, приехал. Я думаю, что мы с тобой там лет через 20-30, когда уже будем уже тут нравится. старенькими такими вот людьми, будем приезжать сюда и балдеть. Вот это оптимальный вариант. Ну, здесь как раз-таки контингент, очень много там европейцев, да, в возрасте, которые приезжают, и они тут все просто чилят, балдеют. Ну, вот с детьми, конечно, этот отель не подойдет. Сюда с детьми можно, конечно, приехать, потому что он не только для взрослых, но детям здесь будет скучно. Но я скажу так, что здесь будет скучно даже и взрослым. Просто все зависит от того, какой отдых вы ждете. Если вы любитель активного такого отдыха, если вы едете там раз в году и ждете пенных вечеринок, шоу, дискотек, чего-то такого вот массового, громкого, музыки, там, то вам не сюда однозначно. Потому что здесь всего этого нет. А здесь место для тихого, спокойного, умиротворенного релакс-отдыха. Один друг мне написал, который здесь был, отель для самоубийц. Ну, в общем, за счет того, что здесь очень-очень тихо, очень-очень спокойно, а те, кто любит движ, им реально будет казаться, что что-то не так, да. Но в то же время мы встречали здесь подписчицу, которая говорит, я уже 3-й раз приехала сюда. Настолько вот мне откликнулся этот отель, вот этот образ отдыха. Поэтому тут уже выбирать вам. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Таиланда смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении Travel24. Ищите в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро. Не пропусти. Пока-пока.